Так, давайте сразу отвечу на вопрос, почему Twitter, а не какой-нибудь там ВК, Дзен, либо что-то другое. Значит, смотрите, все новости, которые есть у нас в русскоязычном пространстве, которые как бы публикуются в том же Telegram, большинство этих новостей изначально выходят как раз в Twitter. То есть Twitter это такая площадка на сегодняшний день, это реально покруче любого СМИ, где публикуются практически все новости в мире по каким-то тематикам. То есть все новости, которые вы читаете в Telegram, скорее всего, эта новость изначально была в Твиттере, а дальше эту новость, либо эту идею, либо эту мысль из Твиттера вытащили, адаптировали под Telegram, либо под любые другие площадки и разместили ее уже, соответственно, там, где вы ее читаете. Поэтому, на мой взгляд, Twitter это реально та площадка, где изначально появляется какая-то новость, а дальше она уже перерабатывается и распространяется по всему интернету. В этом видео я вам покажу, как мы можем работать с Twitter, как мы можем не просто оттуда извлекать топовый контент и на его основе там, создавать свой собственный контент, а также как мы сами можем использовать, стать автором в Твиттере, наблюдать за какими-то, например, пользователями, которые публикуют контент в первую очередь по вашей тематике, адаптировать этот контент, отвечать на этот контент, как-то себя показывать в Твиттере, прокачивать свой Твиттер аккаунт. То есть у нас здесь большое количество возможностей, которые есть для работы с Твиттером. Они все объединены вот в такой вот шаблон N8N. И сейчас мы с вами подробно разберемся, как это работает. И вы сможете вот любой из этих рабочих пространств просто взять, адаптировать под себя и использовать так, как вы считаете нужным. Можете использовать полностью весь шаблон. Можете скопировать себе какую-то лишь часть, и эту часть использовать для своей работы. Но этот шаблон, это реально крутой инструмент для не только прокачки Твиттера, а вообще для создания контента на основе каких-то свежих идей, свежих новостей, свежих данных. Ребят, у нас с вами есть, как всегда, два варианта использования этого шаблона. Первый вариант: вы сейчас вместе со мной проходите по этому шаблону. Я вам показываю каждую ноду, каждый элемент, и вы можете ее просто создать наподобие того, что и создал я. Либо второй вариант: вы просто кликаете наверху три кнопки, нажимаете Import from File и выгружаете уже этот готовый шаблон. Единственное, здесь вам необходимо будет подключить свой Twitter аккаунт для, например, автоматического постинга в Twitter и добавить свой API-ключ для парсинга. API-ключ бесплатный, я также показываю вам в этом видео, как вы можете использовать этот API-ключ и парсить, соответственно, сайт Twitter без каких-либо проблем. Для того, чтобы скачать этот шаблон, вам необходимо перейти по первому закрепленному сообщению под этим видео, либо в разделе с описанием, перейти в Telegram. Telegram-бот вам подробно расскажет, как вы можете получить этот и другие мои шаблоны, которые я показываю в своих видео. Под этим видео первое закрепленное сообщение, либо в разделе с описанием попадаете в бота, и он вам подробно расскажет, как получить этот шаблон. Сейчас же давайте я вам расскажу, что здесь будет происходить. Значит, у нас, грубо говоря, весь шаблон поделен на две части. Первая часть, когда мы работаем с... Даже не то, что две части, как бы две возможности. Здесь вообще возможностей большое количество, но основные как бы линии, они две. Первая возможность, когда мы, например, парсим определенных людей, следим за определенными людьми в Твиттере и быстро вытаскиваем их идеи, их новости, забиваем в специальную вот такую вот Google таблицу, куда размещаем контент от определенных пользователей. Второй вариант: мы по ключевым словам, то есть мы по ключевым словам получаем лучшие твиты за последние там 24 часа, за последние несколько дней, и также эти твиты мы там размещаем, добавляем в специальную Google таблицу, то есть все это происходит на автомате, и с этими твитами, которые что с пользователями, что с лучшие твиты, мы можем работать как угодно. Для прокачки, например, своего Twitter аккаунта мы можем на эти твиты отвечать в рамках комментариев. Второй вариант: мы можем на основе этого контента создавать свой собственный контент и публиковать его куда угодно. Например, в тот же Twitter, либо публиковать в другие социальные сети, либо выгружать даже себе просто в телегу, для того, чтобы у вас был сборник хорошего контента по тематикам, по тем ключевым словам, которые вас интересуют, и размещать их, соответственно, в социальные сети.
Значит, смотрите, первое, что я бы хотел показать. Например, мы хотим следить за определенными людьми в своей тематике. Что мы делаем? Мы заходим там в чат GPT, либо в Grok, либо не в Grok, либо в Claude, и вбиваем такую фразу. Да, напиши мне 10 аккаунтов в Твиттере популярных людей, которые пишут про нейросети и искусственный интеллект. И получаем, соответственно, подборку из там 10 либо 20 аккаунтов. Дальше что мы делаем? Мы заходим вот в первую ноду и размещаем, соответственно, эти ссылки на этих людей, за которыми мы хотим следить и контент которых мы хотим, соответственно, потреблять. Ну, давайте вот в случайном порядке выберу несколько человек, за которыми я бы хотел там следить и контент которых потреблять. Грубо говоря, это юзернейм этих пользователей, то есть вот этот юзернейм нам просто Twitter, нам просто Claude, либо ChatGPT дает эти юзернеймы, и мы просто их используем. Значит, хорошо, давайте по шагам здесь пройдем, то есть вот у нас, когда начинается работа, здесь, в отличие от остальных пространств, от остальных агентов, от остальных процессов, здесь в первом процессе у нас по клику, то есть когда мы нажимаем тест workflow, запускается этот процесс. Почему здесь так реализовано? Потому что наша основная задача один раз добавить тех пользователей, за которых мы хотим следить, и дальше с этим шаблоном, соответственно, работать. Дальше будет происходить работа автоматически. В остальных процессах здесь установлены временные таймеры, то есть когда этот процесс будет автоматически срабатывать. Например, когда он будет автоматически выгружать лучшие посты, лучшие твиты по тематике, когда он будет автоматически ходить по тем пользователям, которых мы один раз выгрузили, и вытаскивать их контент и на основе их контента там, создавать свой контент, либо комментировать их контент, либо что-то делать с их контентом. То есть остальные все процессы, они работают по таймеру, то есть они работают в автоматическом режиме. Также чистка Google таблицы происходит раз в сутки для того, чтобы у нас были всегда только актуальные данные, с актуальными данными мы работали. То есть здесь будет процесс запускаться, когда будет запущена кнопка Test Workflow. Значит, первое, что мы забиваем, это данные тех аккаунтов, которые мы нашли, за которыми мы будем следить. Дальше следующий элемент — это сплит. Что он делает? Он делит, грубо говоря, на отдельные ячейки. То есть у нас есть вот в таком формате юзернейм, и нам необходимо, чтобы этот формат немножко разделился. За это отвечает сплит. То есть он делит формат для того, чтобы дальше мы могли спарсить этих аккаунтов поодиночке. То есть, когда у нас есть большое количество данных, мы должны эти данные как-то разделить, и дальше мы должны с этими данными работать. В качестве парсера здесь будет использоваться Rapid API. Я вам уже рассказывал про этот сервис Rapid API. Здесь также ссылка будет на сам Twitter. Сейчас ссылки вроде бы нет. Да, нет. Мы будем использовать Rapid API. И здесь в Rapid API нам необходимо найти Twitter. Вот так вот. Twitter.io. Вот этот сервис для парсинга мы здесь и будем использовать. И смотрите, этот сервис для парсинга мы будем использовать. Вся документация, она находится вот в первом сообщении. Я не буду его показывать, потому что здесь будет отображаться, соответственно, мой API-ключ от Rapid API, который я бы не хотел показывать. Значит, эти все данные, которые расположены здесь, мы вносим в наш HTTP request. То есть этот процесс, он будет просто, то есть эта нода отвечает за то, чтобы данные просто повторялись и выгружались периодически в определенный период времени. Этот процесс у нас эта нода у нас установлена, этот узел у нас установлен для того, чтобы мы не перегрузили сервис, потому что Twitter.io, он позволяет, смотрите, у него есть несколько тарифов, у меня включен платный тариф для того, чтобы записать видео и ничего не тупило в процессе записи видео, я использую всегда платный тариф. Вы можете использовать бесплатный тариф, поэтому, когда вы используете бесплатный тариф, вам единственное необходимо вот эти вот временные интервалы немножко как бы сдвинуть. То есть через дольший период времени будет происходить парсинг. Либо
Потому что здесь есть ограничение на количество запросов. Здесь у меня стоит 3 запроса в секунду, здесь стоит 1000 запросов в час. То есть мы просто изменяем временные интервалы, когда используем бесплатный тариф. То есть не 1 секунду, например, а 5 секунд. И он будет выгружать данные в течение, 6 данных в течение минуты, да, не в течение 3 секунд. Вот в этом большая разница именно с платными и бесплатными тарифами. Значит, get user account — это HTTP нода. Это HTTP нода, которая выгружает данные по нашим пользователям. То есть его основная задача — это выгрузить как раз юзернеймы, и он вставляет такую ссылку. Ссылка также здесь размещена в документации по Twitter API. Либо вы можете вот здесь вот сейчас посмотреть метод get и username, то есть ссылка на username. Здесь будут подгружаться юзернеймы. Сейчас я вам включу и покажу. Здесь дальше Rapid API Host, Twitter Rapid API — это все данные, они подгружаются с Twitter.io, когда мы нажимаем import from URL. И здесь нужно будет вставить только свой API ключ. Я сейчас его убрал, сейчас остановлю видео и добавлю его, включу принцип работы этой ноды. Мы давайте сразу же включим вот с этой ноды, для того, чтобы вы посмотрели, как это работает. То есть вот он передает данные с Rapid API по этим пользователям. И идет здесь задержка в 1 секунду. То есть мы указали, сколько там, 6 пользователей, да, 6 юзернеймов, и сюда, соответственно, 6 раз он прошелся и спарсил 6 раз данные по этим пользователям. И добавил все эти данные вот сюда. Значит, смотрите, как это происходило. То есть здесь большое количество данных, которые парсит тот самый сервис Rapid API. Значит, здесь мы добавляем код. Что делает код? Основная задача этого кода — почистить эти данные, которые он получил, и выгрузить только то, что нам необходимо. Значит, как он чистит? Этот код создается с помощью Claude, либо с помощью ChatGPT, буквально там за один запрос. Мне необходимо там почистить данные, которые будут приходить с такой-то, такой-то ноды. Вставляете, и он, соответственно, спрашивает вас, какие данные вам необходимо почистить, и создает такой код. Здесь происходит return, то есть он будет не только по одной теме, то есть не только по одному запросу, а по каждому запросу, который он прошелся, по каждому пользователю, он эти данные почистит и приведет вот в такой вот вид, где нас интересует screen name. То есть screen name — это user, данные юзера, которого мы анализируем. Данные юзера, то есть это тот самый юзернейм, за которым мы собираемся следить. Дальше REST ID — это идентификатор. У каждого пользователя в Твиттере есть определенный идентификатор. Так мы этот идентификатор не видим, но когда мы парсим, он нам важен, и он выгружает, соответственно, этот идентификатор. Количество подписчиков у этого пользователя и его description, то есть его шапка профиля, грубо говоря. И так по каждому пользователю он выгружает эти данные. То есть он чистит все ненужные данные, которые нам не нужны, он их чистит. И дальше он забивает все это вот в такую таблицу. То есть в Google таблицу в разделе с пользователями, вот он только что забил эти данные. То есть здесь количество подписчиков, здесь когда эти данные были забиты, то есть точное число, информация, которая размещена в ссылке в шапке профиля, идентификатор и тот самый юзернейм, который нам необходим. Отлично. Значит, первый процесс, он как бы служит для того, чтобы найти, выгрузить в Google таблицу информацию о тех людях, за которыми мы хотим следить. Значит, следующее. Мы получаем свежие актуальные твиты от этих пользователей. Твиты — это их заметки, которые они публикуют, соответственно, в своем аккаунте. Как происходит весь процесс? Он будет раз в 3 часа срабатывать. Если мы используем бесплатный тариф, то мы просто этот временной интервал увеличиваем. То есть раз в 3 часа он срабатывает. Давайте предположим, что он сейчас работал. Значит, дальше. Что он делает? Он заходит в нашу Google таблицу. Вот в ту самую Google таблицу, где будут выгружены все твиты этих пользователей. Наша основная задача в данном шаге — это проверить на дубликат. Для того, чтобы передать информацию о тех постах, с которыми уже проведена работа. То есть он просто выгружает твиты, которые уже выгружены в эту таблицу. Здесь же основной процесс идет здесь. То есть что он делает? Он создает ту самую таблицу,
то есть он достает из тех людей, которых мы отслеживаем, идентификаторы, их ID. И, соответственно, на основе этих идентификаторов он будет включать парсер для того, чтобы пропарсить их контент, который они размещают. Смотрите, да, вот давайте как раз по этому пройдемся. Ну, давайте сейчас сначала вот сюда перейдем, чтобы он дубликаты скинул, чтобы с этими дубликатами больше не работали. То есть здесь видно, что две темы уже размещены. То есть вот две темы уже размещены, две темы в качестве дубликатов уже размещены. Здесь же мы включаем, и он выдает ID пользователя, 10 ID пользователей. Заходим в эту таблицу, и мы отслеживаем, соответственно, как раз 10 человек. То есть он 10 ID этих пользователей. Он сказал, что мне нужно анализировать, соответственно, эти 10 человек. Следующая нода, что она делает? Она вытаскивает как раз user ID, тот самый важный показатель, который позволяет нам анализировать контент, твиты этого человека, и username в качестве дополнения. Нажимаем Test Tab, и вот у нас эти все 10 ID пользователей, где у нас есть User ID и Username этих пользователей. Дальше, значит, он закольцовывает процесс для того, чтобы, как и здесь, по каждому пользователю он прошелся по одному разу. И через Twitter API Parser он начинает анализировать контент от этих пользователей. Давайте я, наверное, также включу, для того, чтобы он провел этот анализ. Мы уже видели конкретные данные. Значит, мы включаем, сейчас он 10 раз, соответственно, пройдет этот процесс и добавит информацию о 10 пользователях. Здесь стоит задержка в 2 секунды для того, чтобы... тоже 1 секунда для того, чтобы также не перегружать, потому что роботы в основном за 1 секунду может спарсить там сразу же 1000 пользователей, и чтобы нас Twitter не наказал, либо с этим сервисом не было никаких проблем, мы выставили секунду, что мы не роботы, мы как обычные нормальные ребята. Видите, 10 строк он использовал, и по 10 пользователям он выгрузил, соответственно, эту информацию. То есть вот мы видим по каждому из пользователю ту информацию, которую он выгрузил. После он отправил эти данные все сюда. Сейчас дойдем до сюда. Значит, здесь у нас Get User Tweets. Это также HTTP нода. Она похожа на эту ноду, которую мы только что смотрели. Единственное различие: здесь больше параметров. Я сейчас удалил свой API ключ для того, чтобы его не видно было и кто-то не воспользовался моим API ключом. Здесь, значит, ссылка, где добавляется user ID. Эта ссылка также доступна в Twitter API. Здесь информация о том, как парсить определенных людей через user ID. Мы эту ссылку добавили и добавили вот это вот user ID, просто добавили вот сюда. И он стал, соответственно, здесь отображаться. И по каждому пользователю у нас будет как бы запрос по этой ссылке. Дальше, значит, у нас здесь установлен фильтр. Что значит фильтр? Мы здесь проверяем, чтобы этот контент был, например, не ретвитом, как бы текстовый пост, потому что мы, если зайдем там в какой-нибудь Twitter, да, там мы увидим, что большое количество контента, который размещается, где-то что-то ретвит, где-то репост, где-то какие-то ссылки. Вот, у нас главное, чтобы у нас были это не ссылки, это были не какие-то изображения, а это были именно четкие посты без каких-то сторонних ссылок, для того, чтобы наш AI-бот в будущем лучше понял этот контент. Все, дальше добавляется свой Rapid API ключ, и выгружаете, соответственно, все эти данные через импорт URL, а саму информацию вы возьмете как раз в документации. Хорошо, значит, после этого у нас по каждому пользователю идет такой анализ. Дальше мы чистим те данные, которые приходят. Наша основная задача — это по каждому конкретному пользователю взять те данные, которые необходимы, то есть то, что нам необходимо. Смотрите, здесь, если смотреть, то здесь достаточно, Rapid API нам позволяет вытащить много различной информации. Нас интересует только, когда был создан контент. Здесь стоит фильтр, что там дальше будет стоять фильтр, что контент мы берем только свежий, для того, чтобы мы могли только со свежей актуальной информацией работать. Значит, идентификатор контента. Этот идентификатор контента нужен для того, чтобы мы могли оставлять комментарии. Если мы решаем прокачивать свой аккаунт, то мы должны оставлять комментарии, и идентификатор
идентификатор этого контента, вот он как раз сюда записывается. Текст, значит, текст берется по конкретному контенту сейчас вам покажу, как это выглядит. Значит, у каждого контента есть несколько типов идентификаторов. Смотрите, есть сам контент, есть его комментарий и есть контент, как бы, который разделен на части. Нас не интересует этот контент, который разделен на части. Я думаю, что вы в Твиттере, да, посмотрите, там в Threads тоже кто-то что-то написал, а остальное типа дальше. И вот это вот дальше нас не интересует. Для того, чтобы мы могли получать полноценный пост, полноценный контент и отвечать только на такой тип контента, мы и разделяем его вот таким вот кодом, который нам генерирует ChatGPT. Можете посмотреть, соответственно, что здесь добавлено. Дальше, значит, по каждому контенту, который размещен, мы его, соответственно, берем, мы его вытаскиваем таким образом. Дальше, значит, после того, как мы его вытащили, мы его проверяем на дубликаты, которые уже есть в нашей Google таблице. Надо было запинить, да, а то он сейчас по второму кругу пройдет, но хорошо, окей. То есть мы чистим тот контент, который к нам приходит. Дальше, значит, фильтр. Здесь основная идея фильтра — это вытащить только свежий актуальный контент. То есть нас не интересует контент, там, размещенный несколько месяцев назад. Мы плюс проверить на тот контент, который уже у нас размещен. Давайте нажмем Test Tab и вот, смотрите, он вытащил, соответственно, 3 поста, с которыми он собирается работать. И дальше он размещает все это в таблицу, где будут размещены вот эти вот самые 3 поста. Так, тест степ. Все, эти 3 поста, они, соответственно, выгружены. Вот. В таблице у них дается информация, что они размещены, либо не они размещены. То есть дается статус. Если они еще не размещены, с ними не проводилась работа, он, соответственно, дает такой-то статус. Мы видим user ID, мы видим tweet ID, мы видим сам твит, мы видим дату публикации этого твита. Ну и, соответственно, когда мы создали, соответственно, эти данные. Хорошо. Эти все данные мы используем для того, чтобы как раз и отвечать на твиты тех пользователей, которые у нас есть. Что здесь происходит? Он раз в 4 часа будет обращаться к этой таблице, которую мы только что создали, будет смотреть на самые не то что популярные посты, а посты, которые были размещены в последний момент. То есть здесь дата публикации, и он будет брать только те посты, которые наиболее свежие. То есть он выгрузил все посты, которые есть в этой таблице. Он выгрузил все статусы, которые не размещены, посты, которые размещены, с которыми уже проводилась работа, он даже с ним их не трогает. Дальше он вытаскивает ID этих постов, он вытаскивает время публикации, и он вытаскивает сам контент с этих постов. Дальше он с помощью вот такого кода он анализирует, какие посты были размещены в последнюю очередь. То есть он будет работать только с самыми последними постами. В чем здесь прикол? Когда мы работаем с самыми последними постами, есть большая вероятность того, что нас заметят. То есть наш комментарий заметят. Нажимаем Test Tab, и он вытащит из всех этих постов тот пост, который имеет самое последнее время размещения. Вот OpenAI for Programming Robot. Вот этот вот пост в последнее время размещен. Хорошо. Дальше, значит, что он делает? Мы отправляем в наш AI-агента, мы отправляем сам этот пост. И плюс мы прописываем промпт, который позволяет нам от нашего имени комментировать этот пост. Смотрите, я сейчас зайду в свой Twitter аккаунт. Вот, здесь есть раздел с ответами. Я сейчас нажимаю Test Step. И теперь мой AI-агент, он будет сам отвечать в Твиттере на тот пост, который, соответственно, чтобы все прекрасно работало, и он, соответственно, сказал, что ты слишком часто обращаешься к запросам. Значит, в чем здесь прикол? Мы здесь добавляем к нашему AI-агенту ноду X. Вот мы просто добавляем в качестве инструмента ноду X, Twitter, вот. И нам ее необходимо настроить. Как мы ее настраиваем? Мы сюда привязываем свой основной Twitter аккаунт. Для этого нам необходимо перейти по этой ссылке X API Documentation
твит, выбрать бесплатный тариф. Так, нет, давайте вот по этой ссылке выйдем. Он сразу же в инструмент разработчика. Давайте, скинет ли он меня без инструмента разработчика. В общем, мы выбираем бесплатный тариф. Пишем письмо, что мы хотим использовать Twitter для каких-то там своих целей. Просто описывайте цель, что просто публикация в Твиттере постов. Выбираем free тариф. Вот у меня, видите, free тариф. Но единственное, free тариф, видите, у него есть определенное количество лимитов. И по их мнению, я вот сейчас нарушил большее количество лимитов использовал. И он меня пока временно приостановил. Дальше мы попадаем в такой кабинет. Здесь необходимо пройти в Project API, выбрать вот этот раздел, нажать на шестеренку. И здесь нажать Edit, и здесь прописать, что мы хотим писать, там, публиковать и, соответственно, читать сообщения. Дальше Web API использовать. Вбиваем сюда вот эту вот ссылку, то есть берем вот эту вот ссылку для редиректа, копируем ее, вставляем сюда. Здесь добавляем ссылку на какое-то доменное имя, я добавил просто тупо на свой сайт. Нажимаем Save, и мы получаем после этого клиент ID, клиент Secret. Мы копируем сюда клиент ID, вставляем клиент Secret, добавляем все эти данные, нажимаем привязать Twitter. Здесь появится такая кнопочка, как в Гугле, привязать Twitter, и все. И наш Twitter аккаунт, соответственно, после этого привязан. Так, давайте я выберу свой основной аккаунт. И все. И теперь мы можем публиковать в Twitter. После того, как мы опубликовали информацию в Twitter, мы меняем статус на, например, там размещено, да, того поста, который той публикации, с которой мы работали. В данном случае мы работали с этой публикацией, и он поставил ей статус размещено. Также мы можем отправить себе в Telegram то сообщение, которое мы разместили, для того, чтобы, например, разместить его в другие социальные сети. Но для репостов, для ответа на комментарии это не совсем прикольно. Прикольно размещать именно перерабатываемый контент. Для того, чтобы создавать перерабатываемый контент, что мы делаем? Мы по ключевым словам, то есть это уже работает следующий процесс. Здесь основная задача тоже, он работает, например, раз в 7 часов. Что здесь происходит? Здесь мы вписываем ключевые слова, по которым мы хотим искать контент, топовый контент в социальных сетях. Так, давайте выгрузим эти ключевые слова. Дальше мы выгружаем их также по аналогии с нашими пользователями, выгружаем каждое ключевое слово отдельно. Дальше у Твиттера есть своя специфическая специфическая работа с ключевыми словами. То есть нельзя просто написать AI News, да, вот новости на основе искусственного интеллекта. Нужно обязательно вставить вот в пробелы, вот в такие вот символы. Видите, и вот этот вот код, он как раз вставляет в те пробелы, в те ключевые слова, где есть пробелы, такие символы. N8N, Claude, ChatGPT он как бы обычно выгрузил. А где есть пробелы, он вставляет такие символы. Дальше все это опять отправляется в Rapid API. Здесь мы задаем следующие данные. Сколько должно быть минимум лайков на тех постах, которые мы хотим выгрузить. Значит, должны ли это быть посты с картинкой, должны ли это быть посты с ссылками и, соответственно, язык постов. Здесь по умолчанию стоит английский, потому что нас интересует именно свежий контент с англоязычных ресурсов. Также здесь прописывается ключевое слово, которое необходимо искать. И таким образом он по каждому ключевому слову ищет контент, который удовлетворяет этим потребностям, этим фильтрам. То есть там должно быть минимум 50 лайков, пост должен быть размещен недавно, и, соответственно, это должна быть не картинка, это должно быть не изображение. И таким образом он прогоняет, соответственно, по этим всем данным. Дальше он чистит поисковый результат, потому что Rapid API дает слишком большое количество информации, и он просто чистит лишнее. И после чистки он фильтрует посты, которые были размещены там не больше нескольких часов назад. То есть он делает чистку на основе того контента, который был размещен совсем недавно.
Как это выглядит? Вот. Он взял несколько постов, которые были размещены вот в течение последних суток. И забивает все это вот в такую вот таблицу, в данном случае вот такую таблицу, где пишет, да, когда, соответственно, эти посты были размещены. Все. Также присваивает статус, что это не размещенный пост, не отвечен комментарий на этот пост не переработан. Все. После этого он что делает? У нас есть опять несколько вариантов ответов. Мы просто комментируем те популярные посты, те популярные твиты, которые, соответственно, у нас есть. Плюс комментарий также отправляется нам в Telegram. Примерно как здесь, принцип работы один и тот же. Сейчас я его запускать не буду, потому что, видите ли, у меня ограничения в твиты. Он выбирает именно последние посты, которые размещены в самую последнюю очередь. И так по очереди он будет, соответственно, проходиться по каждому посту. Значит, есть второй вариант. Он будет переписывать последние посты, также выбирает последний пост и будет их переписывать для размещения уже собственного контента в социальной сети X. Давайте попробуем тест workflow. Сейчас посмотрим. Испытываю судьбу, да, если мне уже нарушение пришло, сказали, что нельзя размещать. Да, видите, пока нельзя размещать. Нужно подождать какое-то время. Но в моем случае, да, вот я все вот эти вот процессы сейчас по нескольку раз тестировал, поэтому ему показалось, что я слишком много размещаю постов, слишком много комментирую. Здесь стоят задержки в 3-4 часа, поэтому через 3-4 часа это все будет нормально работать. И также он, соответственно, меняет статус этих постов, что этот пост, соответственно, уже размещен, создан по нему контент, и сам контент он отправил мне в социальную сеть Instagram, для того, чтобы я просто потом с телефона посмотрел, так, какой я пост разместил этот, дай-ка я скопирую и размещу его еще и в Threads. Этот пост набрал большое количество там лайков, комментариев, просмотров в социальной сети X, поэтому, скорее всего, он в Threads тоже что-то наберет. Ну, либо на основе этого поста я могу снять какой-то сторис, то есть работать с этим контентом дальше. Таким образом, мы, соответственно, создаем контент-машину, либо генератор контент-машины для Twitter. Этот шаблон размещен в первом закрепленном сообщении. С вами был Гризуевич. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Подпишитесь на канал. Пока.